Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о вот таком мини-планшете, игровом планшете от Lenovo Legion Y700 2023 года. Сразу хочу отметить, что данный планшет уже был на рынке, но с другим процессором, другим железом, разумеется, но подобный внешний вид Y700, был обзор у меня на канале, был классным. Этот еще лучше, у него есть свои плюсы, минусы, о нем я сейчас вам расскажу. Разумеется, здесь почти 700 люксов, яркость экрана для IPS это круто, никакого шима, потому что здесь IPS 144 Гц, Snapdragon 8 плюс Gen 1. Помимо этого, он очень удобен, в руке он лежит намного комфортней, чем тот же, допустим, iPad mini, ну, во всяком случае для меня. Если вы посмотрите, то этот уже и получается чуть-чуть выше. Если говорить о игровой составляющей, я гонял его в Твиче в течение часа, и он вывез. На лайв-канале вы можете посмотреть, что 90 FPS он держал. У него есть два Type-C-шника, это значит, что у него есть обходная зарядка. Она работает немного хитро, для этого нужно закидывать программы в игровую консоль. Здесь очень много всяких фишек из разряда бьюти-режима при фронтальной съемке, либо при звонках по фронталке. Здесь есть бэкграунд звук, здесь есть очень много всяких штуковин в программном обеспечении, которые вас могут порадовать. Помимо этого, разумеется, много минусов. Вопреки всему, несмотря ни на что, второй раз я еще и сделаю много фотографий и примеров съемки для вас, хотя многим камеры не нужны, но вы же за них платите, правильно? И кто-то, вполне возможно, как и я, будет носить подобную штуку в сумочке. К слову, очень-таки удобно. Если говорить про Type-C-шники, повторяюсь, что мини-джека здесь, к сожалению, нет, и в конце я расскажу про его минусы, как и К-порта, но вы можете использовать переходник с Type-C для наушников, либо Type-C-шные наушники проводные, чтобы иметь нулевую задержку. Все возможные кодеки, разумные рамки для того, чтобы у вас не было ложных нажатий. И еще море всяких штуковин положительных в нем есть. Помимо этого еще добавили родной стилус и клавиатуру ленововскую. Обо всем расскажу, смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в черной упаковке с названием модели и краткими характеристиками. Пакинг неплохой, в комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и блок питания на 68 Вт с китайской вилкой и запасом, так как сам планшет поддерживает быструю зарядку только до 45 Вт. В планшет можно установить microSD карту памяти до 1 терабайта и вес устройства 360 граммов. Я вам скажу, что без упора играть больше часа будет тяжело. Нелегкий он. Габариты 209 на 129 на 8 мм. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Всегда. Допустим, те же исходники фото, хотя многим они и не нужны, с этого планшета будут там. Всем, кто подписан на этот канал, огромное спасибо. Перейдем же непосредственно к планшету. Дизайн устройства привлекательный, выглядит планшет интересно, дизайн стал более строгий, в отличие от дизайна прошлой версии. Корпус металлический, на тыльной части есть надписи Legion и Lenovo, тактильно материалы приятные, но марки. В руках планшет лежит удобно, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, два разъема USB Type-C версии 3.1 Gen 2 с DP Alt Mode. Планшет поддерживает подключение стилуса и клавиатуры, которые я не купил, потому что по мне это дорого для Lenovo. Далее есть микрофоны, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Звучание качественное, на борту есть предустановки под разные сценарии использования, но кастомного эквалайзера в стоке нет. Динамика, к слову, всего два, но реально их здесь хватает, они расположены удобно. Когда ты играешь, они у тебя не закрываются руками. ИК-порта в наличии нет, как и нет мини-джека, так что проводные наушники нужно будет подключать через переходник или покупать наушники со штекером Type-C. Двойной вибромотор по оси X тактильно приятный, но не настраиваемый, не особо мощный, но достаточный для того, чтобы сказать, играть комфортно и классно. Тактильный отклик мне понравился. Bluetooth кодеков на борту достаточно, на экране вы можете наблюдать список поддерживаемых кодеков. Lenovo Legion Tab Y700 2023 оснащен IPS-экраном на 8,8 дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Рамки несимметричные, но не громадные. Цветовое пространство 100% DCI-P3, плотность пикселей 340
243 ppi. Имеется поддержка Dolby Atmos и HDR10. Яркость 500 нит. При прямом попадании света на экран яркости хотелось бы больше, но в целом, если использовать его в домашних условиях, яркости более чем достаточно. Отмечу, что подсветка неравномерная. Автояркость отрабатывает неплохо, частота обновления экрана максимум 144 Гц, на выбор также есть 120-60 Гц и автоматический режим. Напоминаю, что в прошлой версии было доступно только 120 Гц. Мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Экран, как для подобного устройства, хороший, цветопередача приятная и все настраивается. В настройках, разумеется, есть различные функции для персонализации под ваши предпочтения, разделение экрана, плавающие окна и так далее, все на борту. Далее, разблокировать экран можно при помощи распознавания лиц и стандартным способом разблокировки. Распознавание лица срабатывает хорошо как в горизонтальном положении планшета, так и в вертикальном. Внести биометрические данные можно до 5 лиц, но отдельно отмечу, что, к сожалению, отпечатка пальца здесь нет, а могли бы внести. И про рамки я считаю, что они сделаны очень разумно, левое и правое, если вы будете держать его в руках, горизонтально, для того, чтобы у вас не было ложных нажатий при играх. По поводу олеофобки я скажу, что она не лучшая, что я встречал в планшетах, но мне понравилось. В конце концов, скорее всего, вы будете все равно его покрывать каким-нибудь видом пленки. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 730, интерфейс ZUI 15 на базе Android 13 версии. Система работает, не сказал бы, что прям вау как быстро, но сильных подлагиваний я не встречал. К сожалению, русского языка в стоке нет и не будет, потому что глобальной версии, скорее всего, они не выпустят, как и в Y700, не этого года. Google сервисы активируются в настройках. Для того, чтобы их активировать, нужно найти в настройках функцию Google сервисов, отключить ее и включить. Может быть, понадобится несколько раз. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Имеется внутренняя память типа UFS 3.1 на выбор 256 и 512 гигабайт. И напоминаю, что запихать microSD возможность есть. И это очень удобно для игрового планшета. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E серии, связь по Wi-Fi стабильная, звучание при видеозвонках хорошее, микрофоны отрабатывают неплохо. Bluetooth версии 5.3 NFC не поддерживается, как и GPS. Далее, планшет поддерживает быструю зарядку до 45 Вт, емкость аккумулятора здесь 6550 мАч. В PC-марке выдал скромные 5 часов 20 минут, а в Work Performance он выдал 18679 баллов. И это прям очень прилично. Круто, что планшетом можно пользоваться в обход аккумулятора. В играх с одновременным стримингом за 1 час уходит в среднем 32%, что многовато, но яркость планшет не сбрасывал. Технология MHL подключения планшет не поддерживает. За 18 минут планшет заряжается с родной зарядки на 50%, у меня за 30 на 76%, и за 57 минут он зарядился на 100%. Вот так вот. Также на борту есть различные настройки и полезные функции для персонализации планшета в играх, и не только в играх. Допустим, для примера, там есть улучшалка для видеозвонков, бьюти-режим особый. В игровой панели же можно выбрать режимы работы планшета, настроить саму игровую панель и не только. Genshin Impact, к слову, в обычном режиме запускается за 32 секунды. Это очень даже быстро. По поводу игр на лайв-канале есть тест данного планшета. В PUBG в течение часа он 90 FPS держал свободно. Также я гонял его в Genshin, он свободно час держал 30 FPS. При 60 он сильно греется. Да и другие игры на нем фактически летают. Хотя, опять же, повторяюсь, что греется планшет очень сильно и в тяжелых играх. И разряжается довольно быстро. Перейдем же к тестерам. В тротлинг-тесте планшет выдал 295 гипсов в минимуме, 434 гипса максимально и 389 гипсов в среднем на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 1852, в мультикоре 4772, 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 2793, Wildlife Extreme Stress Test 2796, Wildlife Stress Test 10550. В Antutu выдал 1 323 000 попугаев, потратив целых 8% заряда. Storage Test показал 87 тысяч, и 45-минутный стресс-тест он прошел неплохо. Переходим к камере. В тыльной части есть основной сенсор на 13 мегапикселей, LED-вспышка и сенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps на фронтальную камеру, на основную 4К 30 fps. Цифровой, как и оптической стабилизации я не обнаружил. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей. Качество видео и фотосъемки, учитывая тип устройства, неплохое. Короткие примеры вы сейчас увидите. И если вы решите стать фудблогерами, используя планшет, чего делать, разумеется, наверное, не стоит, как минимум, что-то вы снимать на него сможете. Насколько это будет эффективно и эффектно, это все субъективно, но
Вы сейчас видите, как он снимает. Кстати, еле-еле нажал кнопку стоп, когда в прошлый раз снимал, и получилось почему-то вертикальное. Фризы лютые, но опять же, а кто будет фудблогером с игровым планшетом? И, к слову, снимает он максимум в 4К 30 FPS, и пусть даже фризы есть, но картинка не самая плохая, если мы будем сравнивать с смартфоном. Так, 4К 30 FPS, давайте без оскорблений, кто в своем уме будет использовать планшет для съемки видео. Ну, откровенно, вот сейчас я двигаться начну. Разумеется, такие штуки использовать для съемки неразумно. Но ничего плохого в этом нет. Почему? Потому что, опять же, если камера есть, ее можно использовать. Если камеру можно использовать, ее нужно использовать. Все максимально, как говорится, просто. И это 4К 30 FPS. Самое странное, что нет 1080p 60 FPS, а есть только 1080p 30 FPS. Хотя по уму они должны были бы 60 FPS, учитывая этот процессор, добавить. И немного фронталки, улицы 1080p 30 FPS. Вот так вы сможете себя снимать с рассеянным светом. Плюс данной фронталки в том, что если вы выглядите с утра очень плохо, это нормально. Камера за счет того, что у нее мало детализации, будет вам делать бесплатный мейкап, либо по-другому можно считать, что это такой стандартный фильтр из разряда понижения качества с улучшением внешнего вида. Если есть камера, она должна быть протестирована. Кратко, разблокировка по лицу достаточно быстро работает. Не супер быстро, как во флагманах, но быстро и без нареканий. И еще искусственные цветочки вот так. Ну что, вот так вы откровенно его точно использовать не будете, потому что GPS я здесь не нашел, может быть кто-то как-то найдет. А в целом так сможете снимать. Это все еще 1080p 30 FPS, но разница с 4К я вижу малую. Может вы... С фронталкой такая же история, как и с основной камерой, нечего ее мучить ночью, потому что YouTube подумает, что очень плохого качества ролик. Ну и ладно, зато вы увидели пример, правда? 4К 30 FPS, окей. Вот так вы сможете снимать людей. Кстати, скинтон норм. Вот, вообще никаких претензий, учитывая, что здесь довольно такое специфическое освещение. И та же локация, фронталка. В принципе, справляется, но неудобно, где она располагается. Понятно, что камеры никому не нужны, но опять же, если вы это смотрите, значит они вам нужны. И еще немного видов. Сейчас у нас уже не рассеянный свет. Еще немного видов для тех, кому не нужна камера, да, и микрофоны, и все остальное в этом планшете. К слову, в движении фотографирует камера достаточно адекватно, быстро, без размытия. Фронталка прям. И немного основной камеры с максимальным солнцем просто, на которое невозможно смотреть невооруженным взглядом. В принципе, даже и в очках тяжело смотреть. Сейчас солнце со спины. Если встать и снимать, зум-то даже здесь есть, разумеется, цифровой X5, то, наверное, можно что-то и наснимать. Вспышка есть, ну, что можно сказать, терпимо. И фронталка в тех же условиях. То место, где ты понимаешь, почему люди в одежде плавают, чтобы не сгореть, да? И вот так вы сможете себя снимать где-нибудь на пляже, если вдруг вы решите там поиграть. Я уверен, что вам повезет. Но симки здесь нет. Так, ну давайте будем объективны, потому что мало того, что большинству камера не будет нужна, но также мы прекрасно понимаем, молния, я надеюсь, что вы их увидели, что ночью все это дело будет снимать максимально экономно. И нечего его мучить, как говорится. Минусы: нет MSL подключения, неравномерная подсветка экрана, долгая зарядка, ПО не оптимизировано, как и расход заряда, нет GPS, нет NFC, скорее всего его не будет в глобалке, то есть не будет русского языка, как и прошлой версии. Ну и повторяюсь, что за эту цену я бы посмотрел на что-то из яблока, может быть чуть-чуть добавив, может быть взяв БУ. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, опять же для Android устройств, я считаю, для игровых она очень даже неплохая. Обновление мне
планшет не прилетали. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Там много всего полезного. Всем огромное спасибо за просмотр. Резюмировать я хочу довольно сложно. Вот смотрите, есть яблоко и есть все остальное. Несмотря на то, что этот планшет стоит не таких больших денег, с одной стороны, в долларовом эквиваленте, если бы я себе выбирал игровое устройство, я бы взял не мини, а какой-нибудь iPad, может быть, чуть-чуть старенький. Почему? Потому что оптимизация у игр на яблоках по мне лучше. И вы можете со мной спорить, что они, допустим, сбрасывают яркость, но кто играет на максимальной яркости? Я. 14 Pro Max у меня, повторяюсь, через 30 минут после теста почему-то восстановил яркость и больше не сбрасывал, и был еще и холодным. Магия электронов? Да. Про это устройство аналогов ему у Android нет. То есть можно вспоминать про Samsung с их космическими ценами и OLED-ами. Но это вообще другая ценовая категория. По большому счету у Xiaomi ничего нет, у Huawei Honor ничего в таких размерах нет. И если брать игровое устройство, да, здесь две колонки с одной стороны, но с другой стороны звучат они классно. Два динамика, пусть и немного. Если говорить о рамках, повторяюсь, что удобно, что они есть, у тебя нет ложных нажатий. Играть реально удобно. Если говорить о каких-то вещах из разряда стабильности, он стабилен, ничего у меня не вылетало. Да, где-то как-то подтормаживало, но помним, что операционка у нас, к сожалению или к счастью, китайская, глобалки не будет, и что есть, то есть. И обновления мне уже, к слову, прилетали. К сожалению, русский язык можно накатывать только какими-то программами, и это нехорошо. Я не за то, чтобы накатывать что-то в систему, чтобы потом можно у вас было проще увести данные. Да, здесь нет GPS, здесь нет NFC, но здесь есть Vibra, а для игрового планшета это прямо must-have, как вы прекрасно знаете. Гуглы заводятся, в руке удобен, будет ли ниже ценник, разумеется, будет, но все для нас с вами зависит от курса доллара больше, чем от того, насколько Lenovo расщедрится. Почему насколько Lenovo расщедрится, я сейчас сформулирую. Смотрите, я брал его по предзаказу и ждал 2,5 недели, чтобы в итоге мне его отправили, потому что был слишком большой ажиотаж. Вот так. Может быть, за счет того, что они реально не смогли произвести достаточное количество устройств для предзаказа, у них появится необходимость и потребность вывести все это на глобальный рынок. Я на это очень надеюсь. Девайсу от меня однозначно да, но, повторяюсь, для меня выбор был бы другим. Если для потребления контента я бы искал что-то дорогое на AMOLED, если для именно игр и, может быть, чуть-чуть добавить что-то из яблока, дальше идет Honor и Samsung. В целом, я думаю, вы в курсе. К слову, на канале есть топ-10 планшетов. Посмотрите, если вам будет интересно, что-то для себя подчеркнете. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.